Друзья, Привет! мы снимаем это видео в преддверии Дня Святого Валентина. И захотелось приготовить что-нибудь праздничное. Ну, не десерт, а основное блюдо. И мы решили приготовить говядину Веллингтон. Это очень популярное и известное английское блюдо. Это вырезка говяжья, запеченная в тесте с прослойкой из грибного паштета и пармской ветчины. Но в нашем случае мы взяли хамон. Для грибного паштета нам понадобятся грибы, шампиньоны и лук-шалот. Ну, мы взяли грибы портобелло, шампиньоны, но вы можете брать любые грибы, которые у вас есть под рукой. Вешенки сойдут, обычные шампиньоны. И, кстати, шалот тоже можно заменить обычным луком, ничего страшного. Мы просто решили придерживаться оригинального рецепта. Но главное в этом деле, конечно, мясо. У нас вот такой кусочек вырезки, где-то грамм 700-750. Мы его предварительно подготовили, то есть придали ему идеальную форму, но обрезки мы не выкинули. Они нам пригодятся для приготовления соуса. Блюдо это готовится в несколько этапов, и начнем мы с подготовки мяса. Прежде всего, как следует, надо раскалить сковороду с растительным маслом. Наливаем масло примерно 1 столовую ложку. Мелко нарежем несколько листиков розмарина и тимьяна. Добавим к травам соль и перец. Смешаем. И обваляем в этой смеси кусок мяса, чтобы полностью покрылось мясо солью, перцем и пряными травами. И начинаем обжаривать вырезку со всех сторон. Во время жарки добавляем кусочек сливочного масла. Боковые части тоже по очереди обжариваем. Обжаренное со всех сторон мясо убираем на решетку и даем ему полностью остыть и отдохнуть. Этап второй – приготовление дюкселя. Очень мелко нарезаем лук-шалот. Капнем немного растительного масла и начнем обжаривать лук. У грибов отрезаем ножки, они нам понадобятся для приготовления соуса, а шляпки делим на 4 части. Отправляем шляпки грибов в блендер. Измельчаем их короткими импульсами. Главное, чтобы из грибов не получилась каша, поэтому можно их мелко нарезать или даже натереть на терке. Вот такая грибная нарезка нам нужна. Добавляем к луку измельченные грибы и начинаем активно помешивать. Слегка присолим, чтобы грибы отдали всю влагу. Грибы жарим до тех пор, пока выпарится вся влага. Мы должны получить пастообразную массу, но пережаривать их тоже не нужно. Добавим несколько листиков тимьяна и щепотку черного молотого перца и перемешаем. Выложим дюксель на тарелку, выровняем и дадим ему полностью остыть. Приступаем к следующему этапу. Покрываем рабочую поверхность пищевой пленкой. Выкладываем пармскую ветчину, а в нашем случае хамон, нахлест. Положим мясо на хамон и поймем, сколько еще слайсов нам надо доложить, чтобы брусок мяса был полностью закрыт хамоном. Всю поверхность хамона надо покрыть дюкселем, то есть нашим грибным паштетом.
Поверхность мяса смазываем горчицей. Горчицу не жалеем. Выкладываем мясо на дюксель и аккуратно сворачиваем в рулет. Плотно в узелок собираем концы пленки. Прокручиваем несколько раз, чтобы у нас получилась максимально плотная колбаска. И убираем в холодильник часа на 2. Достаем мясной рулет из холодильника, снимаем пленку и выкладываем его на лист слоеного бездрожжевого теста. Вмешиваем 2 яичных желтка и смазываем желтком края теста. Накроем с одной стороны. Перевернем. И закрепим края. Отрежем лишнее тесто и загнем края под рулет вот таким образом. Перекладываем заготовку на противень, застеленной бумагой для выпечки. Смазываем поверхность яичным желтком. Ну как же в день Святого Валентина без сердечек? Берем еще один лист теста, вырезаем из него сердечки и накладываем на наш рулет. Смазываем желтком рулет сердечками еще раз. Последний штрих – несколько кристаллов крупной соли. Убираем в духовку, разогретую до 200 градусов, минут на 40-45. Пока говядина веллингтон в духовке, приготовим соус. Обжариваем в кастрюле обрезки мяса. И добавляем к ним ножки от шампиньонов, 1 лук-шалот, веточку тимьяна и лавровый лист. Добавляем 100 мл красного вина, перемешиваем и доводим до кипения, чтобы алкоголь выпарился. Теперь зальем мясной бульон. Посолим, поперчим и, помешивая, доведем до кипения. Растапливаем 50 грамм сливочного масла. Добавляем столовую ложку муки и мешаем, пока смесь не станет однородной и закипит. Выливаем через сито наш бульон и продолжаем мешать, пока соус не загустеет и на поверхности не станут появляться пузырьки. Все, снимаем с огня. Вот какой мясной соус у нас получился. Примерно через 30 минут проверяем готовность мяса. Мы делаем это с помощью термометра. Мясо должно прогреться до 50 градусов. У нас пока 46, так что надо оставить его еще на 10-15 минут в духовке. Проверяем еще раз. О, уже 52 градуса, пора вытаскивать. Впрочем, если у вас нет термометра, ориентируйтесь по такой румяной корочке теста. Перекладываем веллингтон на решетку и даем ему отдохнуть минут 15.
разрежем. Какая хрустящая корочка. Посмотрите, какое сочное мясо внутри. Срежем край. Отрежем кусочек потолще. Добавим соус и немного салата. Стал долгожданный момент. Давай-ка мне кусочек отрежь. Я была бы счастлива, если бы на День влюбленных мне вот такое вот приготовили. Ну, я Честно. участвовал в процессе, можно считать, что Уже все. уже приготовил. Так, мясо мягчайшее просто. Сейчас проверим. Так, вот соус Так. с хрустящим тестом. М, Ну как? Ну как? Божественно. Оно того стоило? Наши мучения. Попробуй. Расскажу. Сейчас я все вам расскажу, ребята. Ну как? Шикарно. Просто Я мне поэтому кусочек отдельно не отрезал, потому что я съем все настолько вкусно. это невероятное сочетание этих грибов, хамона, мягкого мяса, тает во рту. Описать словами это Невозможно. невозможно. Да. Наберитесь терпения и приготовьте себе мясо Веллингтон. Нет, не себе, своему любимому. Себе. Может, я сам свой любимый, тогда да. Пожалуйста, тихо, сам собой съем я Веллингтон. Готовьте на все праздники, готовьте, когда хотите, кому хотите. Вы получите максимум удовольствия. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, делитесь своими рецептами. А главное, друзья, никогда, ни при каких обстоятельствах не бойтесь фантазировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. Угощайте своих любимых потрясающе вкусной едой. И не забывайте ставить лайки. До новых встреч! Пока!